Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и ой, как давно у меня не было финалов турнира на канале. От Миши пока что-то вестей никаких нет, тем не менее, не только он проводит турниры, поэтому начну я, ребят, с рекламы, и тут действительно есть о чем поговорить. Канал Зис Азиз, вы его многие знаете как просто Азиза, короче, он провел грандиозный турнир. Вот здесь вот на видео не будет звука, но чтоб вы понимали, он провел турнир на всех платформах, он провел турнир с настоящими кубками, которые он заказал на 3D принтере, наверное. После этого он победителям разослал эти кубки, что охренительно. Была крутая жеребьевка, были крутые условия турнира, и мне это дичайше заходит, поэтому тут чисто от души поддержка, реклама вообще для меня без проблем. Ссылку, конечно, на канал я оставлю и в описании, и в закрепленном комментарии. Турнир не последний, и я думаю, многие из вас вот такой кубок хотели бы себе в коллекцию, поэтому... Перешли по ссылке, вот здесь вот нажали подписаться, вот здесь вот нажали колокольчик и все оповещения. Следим за этим всем, парень действительно вкладывает душу, канал прям очень достойный внимания. Ну а теперь давайте переходить к турниру на мобилках, и я представлю вам участников финала и, собственно, составы их команд. Итак, первый финалист у нас представляет Эвертон, и это Сардор Акхрамхуджаев. Прости, пожалуйста, если где-то неправильно фамилию произношу. Называть я тебя буду просто Сардор, мне так немножечко проще. И вы сейчас мне зададите вопрос, ребят, а в чем прикол? А прикол в том, что там была проведена жесткая жеребьевка. Каждый получил свой клуб. Брать можно было игроков только за ГП. Брать можно было игроков только от 1 до 4 звезд. И качать их можно было не больше, чем до 82. То есть с бустом это 85. Вот такие вот жесткие и интересные, главное, условия турнира. Как по мне, это круто, и это здорово, и это приносит какое-то разнообразие в нашу игру. В общем, состав Сардора и схему Сардора вы видите на своем экране. Давайте переходить к составу следующего нашего финалиста. А второй наш финалист выступает под эмблемой Тоттенхэма. Это Фирдавс Сафолов. Вот такой состав у него получился по тем же условиям. Чисто игроки Тоттенхэма, максимум 4 звезды и максимум прокачка до 82. Интересно, оба наших финалиста используют тактику 3-4-1-2. Ну что ж, матч может быть ой какой интересным. Каким себя покажет Тоттенхэм без Кейна, каким себя покажет Эвертон без Ришарлисона, мне кажется, это стоит посмотреть. Погнали к матчу. Ну и матч. Давно не было у меня комментариев. Реально я о матчах соскучился. Реально соскучился вот о таком легком комментировании. Мне это нравится, надеюсь, вам это нравится. Надеюсь, вы, ребят, поддержите. Что ж, начинается у нас супер противостояние. И Тоттенхэм достаточно быстро Сесиньон перехватил мяч. Перишич получает мяч в центре, подключает Сесиньона по левому флангу. Хорошо обошел, будет передача, нет, не доходит передача до Мауры, и здесь может быть ошибка, но ошибки пока не допускаются. Сардор играет пока что надежно, но я думаю, Фирдавс тоже не просто так оказался в финале и прошел через множество огней, вод и медных труб. Перехват мяча от Тоттенхэма. Тяжеловато, да, конечно, когда такие не топ игроки играют, знаете, которые на автомате ты фамилии произносишь. Маура по правому флангу, будет низом передача на Перишича, но Пикфорд на месте, и здесь ничего опасного, собственно, у Тоттенхэма не получилось. Вынос от Пикфорда, мяч может оказаться у Эвертона. Вот здесь защитнику главное было не ошибаться, ошибки не произошло, и Лесной, он же Форестер, вводит мяч в игру. Перехват Эвертона, куда будет передача? Маупай пробивает, Лесной снова на месте, и будет потихонечку вводить мяч в игру. 10-я минута у нас всего. Уже, в принципе, могли быть опасные моменты и у ворот Эвертона, и у ворот Тоттенхэма, но пока что ребята у нас держат нули. Фирдавс пасуется на своей половине поля, передача на Бентакура, перехват от Гуе, Ивоби, куда будет идти, вон левый фланг, отлично же открывался. Понятно, да, играю не я, и когда ты комментируешь, само собой, ты больше наблюдаешь за футболистами на поле, в матче ты больше сконцентрирован на том, чтобы не допустить ошибку. Хорошее подключение Сесиньона по правому, нет, защитник справляется, по левому, простите, да, защитник справляется, и мяч снова у нас у Эвертона. Сардор будет строить
выстроить свою атаку. Идет небольшой наброс на центр поля, Эвертон сохраняет мяч, передача на Левина, и, блин, по-моему, так он читается. Почему здесь неизвестные футболисты? С их фамилиями у меня хотя бы проблем нет. Гуе, перехват мяча в центре поля, снова пытается Эвертон найти лазейку в обороне Тоттенхэма, у Ивоби удержал мяч Ивоби, но здесь снова Форстер на месте и мяч забирает. Пока что до таких прям опасных ударов дело не доходит. Ребята прощупывают друг друга, тут цена ошибки может быть очень даже высока. Перишич отдает на Бентакура, Маура хорошо пытался обыграть, но, наверное, смещаться стоило все-таки вправо, а не влево, вот, а вправо он сместился, точнее, влево он сместился прямо в ноги защитника и мяч само собой потерял. Перехват от Тоттенхэма. Кстати, Азиз, дай мне такой кубок тоже, вот просто за то, что и есть. Я хотя бы с ним сфоткаюсь. Ладно, нужно будет и поучаствовать на самом деле в подобном турнире. Я тоже хочу себе такую красоту на полочку, почему бы и нет. Хотя там еще выиграть надо. Ну, возможно, есть какие-нибудь... кубки за участие. Вот, можно мне кубок за участие? Я на такой согласен. Эвертон снова в атаке. Передача на Ивобе. Пытался обыграть, не получается. Полузащита Тоттенхэма на месте. Перишич и Маура начинает забег. Нет, защитник будет, конечно же, первый на мяче. И главное, не ошибиться в какой-нибудь простенькой передаче.Сами знаете, такие голы у нас влетают часто очень даже. Перишич отдает передачу на Мауру, не получается, защита в перехвате, и Эвертон, ну и у Эвертона не получается, много возни в центре поля, много брака в передачах, я понимаю, что это далеко, у нас, 99-е игроки ошибаются в передачах, а здесь 82-е, ну с бустом, конечно же, и само собой в таком матче ошибки будут, но кайф реально в... тех составах, которые действительно есть на данный момент. Кайф в том, что Азиз таким образом, с таким регламентом уравнял, по сути, составы людей, то есть какой бы клуб тебе не выпадал, ты все равно этих игроков, 11 человек себе, по 82 соберешь. Поэтому нет перегиба, допустим, условно, дичайше. Ой, так Гуе, ни хрена себе прорыв. И почему это не закончилось с ударом? У меня такое ощущение, что Фердавс потерялся, и он не ожидал, что Сардор, пойдет именно за Гуе вот в такой прорыв. Он практически дошел до ворот и практически вышел на ударную позицию. Немножко не хватило. Красиво Перишич обыгрывает, но не совсем получается. Так вот, таким образом Азиз уравнял шансы ребят. Ну, сами понимаете, если одному достанется Барселона, а другому останется, не знаю, Реал Сосьедад, то явно у того человека, у которого Барселона, у него будет даже при меньшем скилле, ну, явно больше шансов выиграть. А представьте, если использовать еще фиалки, а еще использовать легенды. Здесь же, в первую очередь, спортивный интерес, а не, собственно, сила клуба выходят на первый план. Форстер выносит мяч на левый фланг, да, Сесиньона мяч дойдет, да, ни одной минуты не добавляет арбитр, и в принципе логично, что не добавляет, особо опасных моментов не было, задержек игры не было, ударов тоже пока что маловато, всего один удар в створ ворот у Эвертона, и, собственно, все. Собственно, все. Пока что первый тайм достаточно слабоват. Ну, мы помним чемпионат мира, когда первый тайм Франция просто была мертвая, а во втором тайме после 60-й минуты как побежали, как начали бить. Но результат вам тоже всем известен. Поздравляю еще раз Месси с чемпионством в мире. Хорошее завершение, собственно, хорошей карьеры. Ну, да, пока еще не завершение, но я о том, что в его карьере это должно было произойти. Это вот вишенка на торте. Бентакур отдает на Бессуму. Ой, это будет мяч. Вот так вот. У Эвертона удар один был в створ, а открывает счет Тоттенхэм, причем еще и опорным полузащитником. Спасибо, ребята, за то, что и записали матч. Спасибо за то, что записали повторы. Так действительно больше атмосферы в игре. Мне приятнее комментировать, но вам, собственно, мои любимые зрители, приятнее смотреть. Хорошо ворвался опорник. Здесь, конечно, никто его не удерживал. В принципе, здесь можно и не ошеломительно было бить. Расстояние уже было до ворот минимальное. Я думаю, даже без ошеломительного удара он бы влетал. Не справилась, как вы видите, защита, хотя, возможно, просто никто не ожидал подключения опорника, по сути, на позицию центрального нападающего. Ну что ж,
Фердавс выходит вперед, Сардор теперь у нас в варианте отыгрывающегося, но у нас еще 40 минут, плюс, конечно, немножечко будет добавлено ко второму тайму, и поэтому время отыграться еще есть. А наша игра полна сюрпризов. Пропустить можно здесь абсолютно на ровном месте, но пока что защита Тоттенхэма справляется. Макнил куда будет отдавать мяч? Отдает на Дюкюре, если я не ошибаюсь, он так считается. Гуе в центре поля у нас, хороший разворот, и мяч просто свистит рядом с правой штангой. А вот этот, жалко, да, повтор не записали, момент вполне себе опасный. И, само собой, если бы там был условный 95 плюс нападающий, я думаю, он бы его использовал. Но у нас 82, и не плюс, а скорее минус. Вот такие дела. Сисиньон. Не получается прорваться у него через защиту Эвертона. Передача на Маупай. Куда он будет мяч отдавать? Никуда он не будет мяч отдавать. Он его постарается потерять, но тем не менее Эвертон мяч сохраняет. Хотя сразу же, к сожалению, теряет. И что от этого сохранения вышло? Снова потеря. Нет, все-таки мяч у Тоттенхэма. Смотрим, как будет развивать атаку Фердавс. Куда? По правому флангу пошел Спенс на подключение. Сможет обыграть, не сможет обыграть. Слишком уж простенький уход пытался использовать. Тут скорее надо было как-то аккуратнее прорываться. Прострел на Маупая, но нет, поборется Маупай за мяч. Снова передача на Кальверта. Ой-ой-ой, ну не везет сегодня Кальверт, ну не везет, ну снова правая штанга. Спасает Тоттенхэм от мяча. Жалко, конечно. Все правильно сделал, ошеломительный удар и здесь вот так вот. Перишич отдает на Лукаса Моуру, снова на Перишича. Куда будет подключение? Никуда пока не будет подключения. Сисиньон не прорывается. Вот что-то у Сисиньона сегодня вообще не идет прорыв. Вот не идет и все. Вроде он должен, да, стащить за счет скорости. Отлично, ну должен быть. Здесь должен быть мяч, да, браво. Сардор хорошо разыграно, поймал на контратаке, подключился левый полузащитник Макнил и, собственно, мяч он сравнивает. И исполняют, ну, наверное, они исполняют трактор или не трактор. Я не знаю, что они исполняют. Возможно, они исполняют собаку, которая трется жопой об ковер, пытаясь вытереть говняшку. Я не знаю. Но в целом смотрится прикольно. Ну что ж, интрига возвращается в наш матч на 65-й минуте. Эвертон счет сравнивает. Я думаю, сейчас ребята еще и проведут замены, выпустят свеженьких игроков и, собственно, будут играть через сильные стороны этих ребят. Вот здесь, наверное, сыграл вариант, что вот три защитника. Три защитника, и, как вы видите, врыв левого полузащитника не держал никто. Стоило ли играть именно в три защитника? Я не знаю. Ребята в турнирах там не то что собаку съели, а всех, кого можно, и покусали, и посожрали. Поэтому им виднее, почему оба выбрали именно такую схему. Но, как вы видите, Фердавс сейчас хочет схему поменять. Вот так у него теперь будет выглядеть игра. Судя по всему, он хочет закончить матч в основное время. То есть пойдет в атаку в два атакующих полузащитника, левого нападающего, правого и центрального. Ну и замены, кто у нас будет? А нет, Ришарлисон, кстати, есть. Да, Ришарлисон попадает с рейтингом 82, вот такая вот у меня ошибка была. Я почему-то думал, что Ришарлисон пятизвездочный игрок. А почему он не в основе? Я бы его на центрального нападающего сходу ставил, он типа быстренький. Да, при том, что там стиль бы не работал, но Ришарлисон на правом нападающем. Хотя ладно... Почему бы я ставил Ришарлисона изначально на центрального нападающего? Когда-то, очень давно, кто-то даже об этом помнит, я выигрывал Лигу Европы у Миши, вот, и Ришарлисон как раз в финале там у меня зажег по полной программе, он тогда был золотым мячом, а там условия турнира были, что играют только золотые мячи. Нет, все-таки АПЗшников он не будет использовать, будут центральные полузащитники. Но понятно, что будет очень сильно растягивать фланги. Ну что ж, посмотрим, сработает ли эта хитрая тактика против Сардора. С другой стороны, сейчас не против как бы, а счет 1-1, у нас паритет. Здесь, я думаю, один гол решит все. Но почему-то мне так кажется. То есть достаточно много брака в центре поля, я понимаю, потому что футболисты далеко не топовые. Тут не от ребят это все зависит. У нас и топовые футболисты ошибаются, как не пойми кто. Но Гуе мяч перехватывает. Кстати, шикарная карточка у Гуе, если у вас есть его... Его продавали, по-моему, за 5000 eFootball поинтов. И я, на самом деле,
в принципе, кайфую. Там рейтинг не то чтобы сильно большой, но он один из тех футболистов, которые играют лучше, чем свой рейтинг. Вот как тот же Бейл, допустим, который у нас был с матчдея, жжет просто не по-детски. Мукоко, ой, Перишич, ну, разыграл, вот прям в ворота вот надо мяч заводить, да? Вот ближе еще нельзя было, но розыгрыш отличный, снова ошеломительный именно удар. Я в таких ситуациях ошеломительные удары не использую, потому что они делаются дольше. Вот, то есть, ну, при таком уже расстоянии до ворот, зачем пробивать ошеломительно? Ну, типа, можно гораздо быстрее пробить простым ударом. Но, опять же, ребятам я советы давать не буду, они опытнее. То есть, если в каких-то аспектах игры опытнее я, и я о чем-то могу вам рассказать, то в онлайн-матчах я всегда полагаюсь на тех ребят, которые оказались в финале. И я с удовольствием под такие же матчи, как и, кстати, когда пишу мнение там о футболисте, я советуюсь с ребятами, ой-ой-ой-ой, сразу же с кикофом мог быть отдыш. Короче, советуюсь с ребятами, которые в турнирах шарят, вот, и если у них есть этот игрок, спрашиваю их мнение, а как вам? Потому что у меня один взгляд, у них другой взгляд, а всегда на проблему нужно посмотреть со всех сторон, чтобы сделать максимально оправданное мнение. Это все равно не будет истиной, но оно будет максимально оправдано. Что ж, 15 минут у нас до конца, в любом случае, минуту 3 арбитр добавит. И пока что 1-2. С Эвертону теперь нужно отыгрываться. И каким образом он будет это делать, я, если честно, не знаю. Но, как вы видите, смена схемы у Тоттенхэма сработала. Так что зря я этого не понимал. Тут хитрый план, и хитрый план достиг, собственно, своей цели. Сардор, что ты нам предложишь? Давайте смотреть. Тебе нужно хотя бы один мяч отыгрывать, чтобы переводить матч в дополнительное время. Но, как я понимаю, Фердав сейчас будет хорошо обороняться, но при этом атаку тоже не будет забивать. Ришарлисон, само собой, стеночка. Ришарлисон, у него передачи плохие, хотя она ошеломительная вроде. Блин, я тут такой, передачи у него плохие. А Перишич такой, да мне насрать, какие у него передачи. Я беру и забиваю. Ришарлисон подает, я забиваю. Я ему даже тапки почищу. Почему бы на самом деле и нет. Ну что ж, да... Хороший гол, хороший розыгрыш. Фердавс тут без вопросов. Все, у меня никаких вопросов вообще к тебе нет. Почему ты сменил схему? Я вижу, почему ты сменил схему. Просто на табло видно, почему ты сменил схему. Супер, здорово, вот действительно здорово, и я рад, что второй тайм действительно оказался гораздо ярче, чем первый. В первом вы так на друг друга посматривали, подстраивались, а сейчас решили показать нам шоу. Ну, а Сардор, конечно, 11 минут до конца. 2 мяча в песе отыграть реально, конечно же. Но я думаю, если честно, Тоттенхэм уже свою победу не упустит. Ладно, болеть мне ни за кого здесь нельзя. Вот, я за красивый футбол, я за то, чтобы ребята получали удовольствие от турниров. Сам я их, ребят, не провожу, извините, но у меня просто банально на это нет времени. Я с удовольствием поддержу моих товарищей, вот, которые проводят. С Азизом мы хорошо общаемся, с Мишей, вы знаете, Смирновым я хорошо общаюсь. Поддержать вот в качестве медийки это никакая не проблема. Сам, ну, к сожалению, я не готов в это полезть, хотя все равно есть достаточно большое количество предложений, что вот, можешь, давай, типа, буду помощником, помогу, бесплатно все остальное, но без обид я такой волк-одиночка, мне всегда одному легче. Вот. Хорошие стаи по соседству я с удовольствием принимаю, вот, с удовольствием с ними общаюсь, но сам лучше в своем логове буду жить. Как-то так. Санчес перехватывает мяч, всего лишь 4 минуты у нас остается до конца и 2 мяча разницы. К сожалению, здесь, наверное, будет уже победа Тоттенхэма. Слишком мало времени, да и игроки слишком опытные, чтобы быстренько вот так вот 2 мяча с ничего пропустить. Не получается передача на Ришарлисона, не зря выходил, голевой отметился. Грей идет вперед, передача в центр, нет, читается. Снова мяч у Тоттенхэма, 1 минута до конца, но минуты 3 еще добавят, конечно же. Может, один мяч получится отыграть. Если сейчас вот атака, это хорошо пройдет. Ивоби. Передача на Кальверта. Куда? Дальше на Ивоби. Неплохо разворачивался, но слишком много здесь защитников. Эмерсон мяч забирает. И, наверное, это последняя атака. Нет, Мина. Мина здесь у нас становится, который когда-то играл в Барселоне. Кстати, подавал перспективы. Ивоби. Грей на Ивоби. Пытается мельчить, но слишком много игроков в защите.
Ну что ж, Сардор, спасибо тебе за матч, ты хорошо играл, ты старался, ты дошел до финала, это уже очень-очень много значит. Я уверен, что у вас будет еще большое количество финалов, я уверен, что еще на канал вы мой будете попадать. Азиз, тебе спасибо за турнир, действительно крутой формат, и я рад, что ты вот позвал меня прокомментировать его финал. Ну и Фердавс Сафолов, поздравляю, ты стал чемпионом, тебе едет этот красивый кубок, респект, уважуха, конечно же, участвуй еще в турнирах, и я с удовольствием буду комментировать твои матчи. На этом прощаюсь, свои мнения можете написать в комментариях, Азизу респект можете написать в комментариях. А с вами был Морж, что завтра будет? Да хер его знает, что завтра будет. До новых встреч, пока-пока.